Всем приветики! Снимаю быстрый короткий видеообзор базовой нашей квартиры, которая была в последний раз на Комфорт-тауне, а в этот раз я покажу эту же квартиру, только в бежевых тонах. Мы находимся в квартире 32 квадратных метра. Квартира расположена на Файнатауне. В инстаграме я ее показывала еще зимой, когда мы ее только взяли на ремонт в бетоне. Со мной сегодня, как обычно, ассистирует мне Давид. И мы находимся в коридоре этой 32-квадратной манюсенькой квартире, в которой мы сделали кухню-студию и спальню. Это коридор. Здесь уже от застройщика предусмотрены домофоны. Застройщикам предусмотрена коммуникация таких домофонов. Естественно, телевизоры вы покупаете вот эти сами, подключение тоже платное. Единственное, что есть такая возможность, ну, как уже в новостройках такое делают. Прикольно, можно смотреть улицу как внутри. Сейчас тут можно позвонить, можно что-то заблокировать, тут даже можно сфотографировать улицу, снято чье-то лицо. И вот второй выход, это во двор у нас. Тоже можно так сфотографировать. Все. Вам, когда оттуда звонят, то есть высвечивается картинка, вы отсюда открываете. Также могут вам с той стороны оставить видеосообщение. Прикол. Это из того, что новое. А так в коридоре все то же самое базовое. Сзади меня двери, как я в прошлый раз показывала на Файнатауне, квартиру, которую мы продали еще позапрошлом году или в прошлом. Такие же двери. Тоже менять их нельзя. Кстати, кто хочет посмотреть наш старый видеообзор, я его сейчас вот тут добавлю. Посмотрите. Так, и в коридоре у нас, получается, с правой стороны находится шкаф для одежды, для верхней, сразу на входе. Здесь у нас электрический щиток и интернет, который мы уже третий день подключаем. Там полочки для обуви выдвижные, стандарт, который мы делаем. Здесь мы добавили, заметьте, вот такую вот открытую полку для сумок, сделали с подсветку, и вот снизу есть еще вот такой выдвижной ящичек. Чисто это декоративный элемент, ну плюс добавили немножко функционала для сумок. С левой стороны у нас вход в санузел. Давайте я вам сразу быстренько его покажу. Здесь у нас в этой квартире, кстати, постелена практически везде плитка. Квартира у нас под аренду, завтра заезжают арендаторы. И я сегодня экстерном снимаю быстренько это видео. По бюджету я скажу чуть-чуть позже на этой квартире. Сейчас я базово накидаю о том, что плитка стандартная, наша белая. Вы у меня часто спрашиваете ее название. Ребят, не концентрируйтесь на названии этой плитки. Приходите в Агромат, в Эпицентр, да куда угодно и смотрите где-то примерно плитка. Турция, Мегагресс, Индия, Украина есть что-то в Польше. У этих производителей плитка 60 на 120, вот такого формата с ценовым диапазоном 500 гривен, плюс-минус. Иногда бывают китайские по 400 там с чем-то в Эпицентре, но я их уже давно не видела. В основном мы берем Турцию. И санузел. Санузел у нас 2,3 квадратных метра. И тот, кто спрашивал о предыдущей, на Каховской, которой мы снимали видео, что у вас маленький санузел, ну то есть в кавычках, какой у вас большой санузел. Ребят, вот это вот большой санузел. 2,3 квадратных метра, о том, что я говорила. Кстати, кто хочет посмотреть видеообзор на Каховской, у нас там классный бюджет, классная квартира с нашими любимыми лофтовскими перегородками. Переходите, я сейчас добавлю сюда и смотрите. И заканчивая, санузел 2,3 квадратных метра. Очень все компактно. Многие сейчас будут бухтеть, рассказывать, жаловаться, что я сюда поставила очень маленькую раковину, но размеры не позволяли, так как от застройщика изначально по планировке, это просто взорвать мозги, предусмотрено было на такой маленький санузел 70-я дверь. И у нас с этой стороны практически вообще не было места, и с той стороны, хотя на проекте у Файнатаун нарисовано, что здесь должна быть стиральная машинка, факт у нас сюда вообще не становилось. Благодаря тому, что мы сузили двери, поставили 60-й, у нас добавилось еще хотя бы по 5 сантиметров по бокам. У нас с этой стороны влезла стиральная машинка, 45-я узкая. Мы ее, кстати, купили с функцией сушки.
Здесь у нас шкаф, как мы стандартно показываем, он у нас с бойлером. Также есть там маленькие полочки для бытовой химии. Что по ценам? Кстати, вот эта стиральная машинка, которую я только что рассказывала, она стоит порядка 10 тысяч гривен. Хорошая довольно-таки цена с функцией сушки. С этой стороны у нас душевое стекло, ну то есть это вообще душевая кабина, но по факту у нее нет поддона, а есть поддон, который мы делаем сами. Там установлен душевой трап, душевая система импресса, 4 с копейками 5000 гривен. Вот такая душевая, сейчас ее можно найти в Эпицентре, либо где-то еще 5-6 тысяч гривен. Единственное, очень важно в этой системе правильно выставить ее и ровно выложить до этого бортик, потому что если вы как-то неровно выложите, она может не стать. Это зависит от умения рук плиточника. С этой стороны у нас унитаз Вilleroy & Boch, 7500, 8000 гривен и полотенцесушитель. Все, маленький такой санузел, тут показывать больше нечего. Переходим в общую зону гостиной. Так, у нас вот эта комната, это кухня, гостиная, она порядка где-то 15 квадратных метров. Я рассказываю по размеру, потому что многие там пишут, ругаются на меня, что я не рассказываю размер. Итак, вот эта вся кухня, ее длина 3 метра. Таких кухонь мы уже делали 2 или 3 раза. Вообще, кстати, весь бюджет на мебель вот в такой маленькой квартире где-то занимает порядка 90 тысяч гривен на сегодняшний день, до 100. Это с работой с материалами. Итак, размеры этой кухни 3 метра. Что сюда влазит? Это сушка для посуды. 2 ящика не открываем. Модуль под раковину, он 50-й. Кстати, раковины вы спрашивали, какие. Это раковины Lidz. Lidz это польский производитель, они довольно дешевые. Это обычная, ну, необычная специализированная сталь. Они там хорошо обесшумлены, мне эти раковины пока нравятся, я их покупаю. Стоимость от 2 до 3 тысяч гривен. И еще прикол такой есть, вот такие есть, видите, сюда снизу вы прикручиваете к дозатору мыло, и у вас на кухне нет вот этого с 500 банок разноцветных галлов, грубо говоря. Это под мусор. Здесь у нас посудомойка. То есть вот пустой модуль, потом идет варочная модуль на 60, модуль под посудомойку 450 берем. Я вам чуть-чуть сейчас в этом видеообзоре расскажу более технических вещей по размерам, то, что вы просили. Получается мойка 500, потом 450 у нас на посудомойку, 600 у нас модуль на варочную. Заметьте, мы, кстати, в этой квартире, и хочу у вас спросить. У меня был спор с моими там коллегами о том, что компания Whirlpool, которая производит технику, она очень стрёмная. Я почему-то интуитивно, ну, как бы я не пользовалась в своей жизни, но мне что-то кажется, что она хорошая. Я ее начала использовать. Попрошу, кто пользуется техникой Whirlpool, пожалуйста, только те, кто пользуется техникой Whirlpool, напишите комментарии, реально хорошая или отстой, покупать ее или нет. И здесь мы поставили Whirlpool варочную. Тут у нас духовка также Whirlpool. Еще раз повторю, модуль на 60. Сверху у нас полновстраиваемая вытяжка. Тоже с модулем на 60. Вот так мы ее закрываем, обыгрываем воздуховод, чтобы ничего не было некрасиво. Здесь оставляем места для каких-то мелкого хлама. Просто полки. Здесь сделано специальное место под микроволновку, опять же фирмы Whirlpool, стеклянная такая. Хозяева пока попросили не ставить в связи с экономией бюджета. Вот. Дальше у нас еще один модуль остался, это где-то тоже порядка 60. Здесь у нас выдвижные ящики с вот такими дополнительными под приборы скрытыми. Чисто для того, чтобы визуально не дробить. Мы делаем 2 ящика и еще один внутри. И с этой стороны у нас холодильник с антресолькой. Здесь морозильная камера. И с этой стороны у нас остров, он же обеденный стол. Размеры его глубина 60 на 1,80 м. Здесь спокойно садится 2-3 человека. Стулья мы такие заказывали. Там надо
купить на ножке. Кстати, там есть такая фибра, чтобы они не скрипели об плитку. Стулья вообще очень дешевые, где-то 1500 или 2, но стильные в эту квартиру. Сверху подсветка бара бреле, 300 с копейками или 400, как обычно мы берем. Мы такие черные берем или белые берем, можно у них заказывать. И рекуператор. Рекуператор, кстати, заметьте, у нас до этого был вот здесь. Мы его перенесли вот сюда, в связи с этим и переносили такие воздухозаборники. Ну, короче, тут чуть-чуть подзаморочились, потому что мы хотели сюда поставить холодильник, а не рекуператор. И так тут мало кухни, то и 3 метра, чтобы еще рекуператор тут висел. По кухне все, переходим. Кстати, секундочку, еще хотела сказать, что этот стол не настолько бесполезный, просто занимает место. Снизу вот там у нас на всей его длине есть вот такие вот ящики для солений. Ну, либо какие-то банки. Так, идем дальше. Переходим, это у нас кухня-гостиная, ну то есть это у нас зона гостиной. Забыла сказать, напротив у нас кондиционер Cooper Hunter, тоже он есть, вот там висит. Так, 3, 2, 1. И гостиная небольшая. Диван у нас занимает порядка 80 сантиметров. Его... Я чуть не чихнула. Давай дальше. 3, 2, 1. И вот у нас кухня-гостиная, то есть вот эта зона гостиной. Сзади кухня. Диван у нас занимает порядка 80 сантиметров по глубине и где-то он 2,40 по длине. С этой стороны у Файнатауна был вот такой вот эркер. Видите, как красиво там во дворе. Гуляют ребята. Вот это, кстати, горка зеленая. Это зимой мы с Давидом на ней катались. Ну, на санках. Короче, это специально насыпал Файнатаун такую горку. Это не арт-объект, это чтобы дети зимой катались. Этой зимой нам повезло, выпало дофига снега, и мы реально несколько раз сюда приезжали, катались на санях. Вот. Что еще не сказала? Ну, телевизор. Буквально, конечно, эта квартира не рассчитана для проживания толпы. В основном это пара, либо один человек, но у нас вот как раз арендаторы будут пара. Диван не надо, чтобы раскладывался. Конечно, если он разложится, тут будет совсем мало места. Но по факту, если еще один человек останется в гостях, его можно не раскладывать, а полноценно спать. Ну, не надо ничего придумывать. Переходим в спальню. И на этом у нас видеообзор будет заканчиваться. Еще я вам сейчас расскажу быстренько по бюджету. Так, спальня. В спальне мы полностью поменяли... Как полностью? Полностью частично. Мы поменяли конфигурацию, потому что вот эта зона, которая с правой стороны была, это была зона балкона. Мы полностью разобрали газоблок, демонтировали оконные рамы и вход и увеличили площадь, потому что до этого тут эта комната была порядка 9 квадратных метров. На сегодняшний день она расширилась до 12. Единственное, что не очень хорошо именно в этой конфигурации квартиры, здесь у нас есть монолит, который мешает проходу для кровати. В связи с этим, что такое расположение кровати было единственным логичным, потому что мы хотели сделать больше мест для хранения, которые мы сейчас сделали слева. То есть у нас здесь разместилась кровать, кровати там, где мы обычно заказываем. Кому интересно, пожалуйста, пишите, даем контакты ребят, кто производит. Кровати такие стоят где-то 11 тысяч гривен плюс-минус. И с этой стороны мы изготовили много ящиков специально для хранения. Вот, опять же, вы можете посмотреть мой предыдущий видеообзор на Файнатауне. Там было меньше зон для хранения. И я считала, что там более было чуть-чуть дискомфортнее для полноценного проживания. Здесь я специально добавила 3 больших шкафа, чтобы можно было уместить весь хлам. Еще, кстати, скажу, что к этой квартире у собственников есть кладовка, поэтому для лыж, саней и чемоданов есть куда это все сложить. То есть у нас тут штанга и полки, тут тоже штанга и полки. И с этой стороны у нас рабочая зона. Здесь ящики тоже открываются.
Тут тоже штанга и полка, и снизу выдвижные ящики для обуви. Вот эти вот. Все у нас по системе push to open. Тут тоже полки для вещей. И рабочий стол, он, конечно, не такой большой, глубокий, но для ноутбука достаточно. Опять же, если для девочки, тут будет замечательно поставить зеркало, там можно его сделать с подсветкой для мейкапа. Итак, переходим к финансовым расчетам. Итак, ребят, сейчас расскажу в двух словах по затратам на эту квартиру. Смотрите, есть квартиры, которые мы делаем для себя, как инвестиции, и там у нас нет нашей зарплаты, то есть нет этой затратной части, и там одна цена. Часто я эти квартиры не показываю, не снимаю, не говорю ценники, пока мы эту квартиру не продали. Потому что нелогично заранее, понимаете, светить цену, чтобы потом нас демпинговали. Заслуга наша такая, то что мы пытаемся сделать хорошо, красиво, качественно, но при этом как-то это сэкономить. Многие люди не понимают, почему я по прошлой квартире, которая была на Вэже, не поделилась цифрами. Ребят, как только мы ее продадим, я могу осветить примерно, сколько там на что пошло. Хочу сказать, что эти квартиры, они дешевле. Те квартиры порядка дороже, но там видно и по качеству. Итак, 32 квадратных метра на Файнатауне, которую мы сделали вот на май 2021 года. Цена себестоимости ремонта без учета наших услуг 17 тысяч долларов. Вот эта квартира. Все, что вы видели, кроме декора, входит в эту стоимость. Вся мебель, техника, ремонт и работы строителей. То есть мои как дизайнера, прораба, я не знаю, какой у меня можете там, человека, который занимается организацией ремонтов, эти стоимости не входят. Этот оговаривается дополнительно. Вот, 17 тысяч долларов мы потратили на все. Некоторые спрашивают, в какой комбинации примерно плюс-минус сколько стоит ремонт, сколько стоит мебель, сколько стоит техника. Могу вам сказать, что по опыту, сколько мы квартир уже сделали, процентное соотношение такое, что примерно 65% занимает ремонт, то есть это материалы, работы, сантехника. И где-то 35%... ребята уже приехали. Да, здравствуйте. Здравствуйте! А мы как раз видео снимаем. Отлично! Заснимайте. Нет, заходите, вы уже закончили. Нет, точно? Не стесняйтесь. Ладно, хочешь знаться? Да? Давай. Погнали. Все, Как раз я же будем у тебя интервью возьмем. Скажешь, что тебе квартира, потом Хорошо. Прервали, становись. Как тебя зовут? Злата. Злата, замечательно. Меня Алиса. Понимаешь, кто я, да? Я человек, который тут делал вам ремонт, чтобы вы сюда приезжали чуть-чуть, как бы это сказать, на выходные, погуляли, да, можно так сказать. Потому что на Файнатауне есть обалденный бассейн, ты же уже ходила. Понравился? Да. Такое, да? Такое. Нас чуть-чуть прервали, я сказала по цене, сейчас секундочку закончу, я потом у тебя спрошу. По ценообразованию получается у нас где-то 65% занимает себестоимость работ, ремонта материалов плюс сантехника, и 35% это мебель, техника, может какие-то декорированные вещи. И тут нежданно к нам, вот мы заканчивали наш видеообзор, приехали собственники, потому что мы завтра подписываем контракт аренды. Они приехали сегодня переночевать, чтобы мы уже завтра арендаторам передали квартиру. И вот их дочь, ребята не захотели остаться снять видео. Сейчас мы у нее спросим, что тебе понравилось в этой квартире, Злата. Давай. Більше подобалась кровать. Кровать? А чем? Колером? Хорошо, а кухня тебе понравилась? Да. Да? Тебе нравятся вообще белые цвета, что квартира? Да, не черный. Ты хотела бы в такой жить? Да? Просто я не думала, що ми будемо. Що ви будете? Думала, що вона станеться, а так мене
А, ты думала, что вы будете приезжать тут постоянно жить, Ага. отдыхать? Но я думаю, что так получится, твои родители проинвестировали эту квартиру, чтобы она приносила денег. Вот эта квартира принесет много денег, и вы купите, зачем вам маленькая квартира? Вы купите огромную квартиру, правильно, с большой террасой, и сделайте прекрасный там ремонт. Чтобы у тебя аж своя комната должна быть. Ми вже там, у нас вже є квартира, тільки в руки. Ну, А где? тільки сюди нам дуже довго їхати. А, ну там, где вы живете. Я Да. знаю, я поняла. Ну так, а тебе вообще на Файнатауне нравится? Да? Ага. А что нравится? Басик? А Егорке нравится, который тут есть? Ну, Такое, да. да? Ну, бувають гарячі. что? Тільки бувають гарячі. Горячий, да? Вот собственники ЖК Файнатаун, ставьте больше зонтиков и поливайте горки водой. Ваш клиент говорит, что горки горячие. Потому что они с металла, да, тоже придумали металлическую горку в плюс 40. Так, хорошо. Окей, тогда мы заканчиваем. Давайте я переверну, с нами еще был Давид. Сейчас, секундочку, Давид. Давид, Всем а привет. тебе квартира понравилась? Ну да, в принципе, прикольная квартира. Ну, я в такой жил, ну, правда, маловато, конечно, но, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Окей, хорошо. Все, ребят, мы заканчиваем наш видеообзор, потому что ребята уже приехали, ждут. С нами эксперт Злата сегодня. У нас новый член команды. Будем брать теперь на обзоры. Давид и я, Алиса. Если вам нравятся наши видеообзоры, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. У нас на самом деле не так много подписчиков. Я хочу, чтобы меня это мотивировало, я хочу много подписчиков, чтобы мы снимали больше и снимали качественно. Перепостите это видео или поделитесь с друзьями. Мы занимаемся инвестициями в недвижимость и ремонтами в городе Киеве. Если вам будет полезен наш контент, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой инстаграм. Я его здесь оставлю. Я там часто выкладываю ремонты в процессе. Все. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока-пока-пока. Извиняемся за то, что, типа, не было петлички. Точно, петлички не было. Ну и фиг с ней. Да? Обзор короткий. Все. Всем пока-пока. Пока.